Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. И мы продолжаем вязать наши кроссовки. Это у нас сейчас будет третья часть. Ссылочку на первую и вторую часть вы найдете в описании к этому видео. Мы с вами провязали низ, основу, провязали переднюю часть кроссовок, язычок. И в этом видео мы сейчас уже будем вязать боковые части и заканчивать, в принципе, верхнюю часть обвязочку. Не забудьте подписаться на канал, не забудьте поставить лайк и обязательно хотя бы пару слов напишите в комментарии. Ваше отношение к этому мастер-классу, понравился ли он вам, получается ли у вас. Если есть какие-то вопросы, пишите. Ну что ж, давайте будем продолжать. Значит, сейчас мы приступаем к вязанию боковой части. Вот мы остановились вот здесь прямо на обвязке язычка. И как только мы закончили обвязку, мы нить не обрезаем, а сразу же этой же белой нитью начинаем привязываться вот сюда, к боковой части переда. И провязываем в каждую, вот буквально в каждый рядочек столбик без накида. Идем вниз и вяжем столбики без накида. Один столбик, второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. И седьмой, последний столбик. Теперь к подошве привязываемся двумя соединительными столбиками. Разворачиваем вязание и начинаем вязать со второй петли, опять же столбиками без накида, в обратную сторону. Так как мы в каждом ряду будем делать 2 соединительных столбика дополнительных, назад у нас будет всегда получаться на 1 столбик больше, чем в предыдущем ряду. И вот так мы будем двигаться вперед. Здесь у нас всегда ряд начинается со второй петли от крючка, а заканчиваем ряд петлю в петлю. Вот провязываем последний столбик без накида, и затем будем еще провязывать воздушную петлю подъема. Воздушная петля подъема и разворачиваем вязание. Следующий ряд начинаем прямо с первой петли вот от крючка, прямо в первую петлю. Провязываем все столбики без накида до подошвы.
и 2 соединительных столбика. Разворачиваем вязание. Дальше точно так же изнаночный ряд со второй петли столбиками без накида до последней петли. Последнюю петлю провязываем столбиком без накида, делаем воздушную петлю подъема и снова разворачиваемся в обратную сторону. Вот таким образом мы провязываем все ряды. Двигаемся так дальше. В конце ряда провязываем каждого лицевого 2 столбика соединительных. И начало ряда всегда начинаем со второй петли. Когда мы дошли вот сюда до этого угла, то мы привязываемся к задней части уже. Провязываем здесь 2 столбика. Затем точно так же разворачиваемся и со второй петли начинаем вязать в обратном порядке столбики без накида. То же самое, только теперь мы каждый лицевой ряд, когда довязываем, поднимаемся еще на 2 столбика вверх по пяточной части. Вот снова доходим до пятки. Здесь опять провязываем 2 столбика без накида на пяточной части вот этой. И потом разворачиваемся на изнаночный ряд. Снова со второй петли начинаем вязать изнаночный ряд столбиками без накида. Вот так продолжаем, пока не доберемся до самого верха пятки. Когда мы закончили, вот здесь сравняли боковую часть с верхней частью пятки, последний ряд провязали, нить обрезаем. И то же самое приступаем к вязанию второй части боковой кроссовочки. Вяжем все точно так же в зеркальном отображении. Вот с этого угла начинаем. Привязываемся в каждую буквально рядок, провязываем столбик без накида, у нас их будет 7. Вот, и потом уже на боковой части 2 соединительных столбика уже с этой стороны. И возвращаемся также каждый ряд, но только там у нас было... Мы начинали лицевой ряд, а здесь мы начинаем изнаночный. И привязываем 2 соединительных столбика, добавляем в конце каждого изнаночного ряда. Там мы добавляли в конце лицевого. В принципе, то же самое. Вот когда мы провязали обе боковые части, теперь начинаем обвязочку. Прикрепляемся вот здесь к первому столбику первого ряда нашего язычка. И вяжем столбик без накида и затем переходим вот сюда на боковую часть нашего кроссовки и начинаем обвязывать темной нитью зеленой.
Обвязываем столбиками без накидов каждый рядок. Доходим вот сюда до угла и в угловую петлю провязываем 2 столбика без накида, чтобы угол не стягивало. Вот таким образом продолжаем вязать до самого конца ряда. До той стороны впереди мы заканчиваем на начале язычка. Вот здесь мы тоже дошли до конца и привязались к первому столбику на язычке с той стороны и переставили последнюю петлю на маркер. Теперь нить возвращаем в начало ряда. Вот так ее внимательно очень надо проложить, чтобы она потом у нас не тянула и лишней не оставалось. То есть аккуратненько отмерить. И начинаем вязать второй ряд. Первый столбик привязываемся ко второму столбику на язычке. Мы прошлый ряд к первому столбику привязались, теперь ко второму столбику привязываемся. И следующий столбик уже вяжем здесь на боковой части обвязки. Вяжем столбики без накида до конца ряда. Последний столбик провязываем вместе с петлей на маркере. Вот, а потом привязываемся дополнительный столбик за второй столбик на язычке. Вот здесь впереди. И эту петлю снова переставляем на маркер. Возвращаем нить в начало ряда и повторяем то же самое. Начинаем ряд, привязываемся к третьему столбику на язычке, вот здесь.
Последнюю петлю провязываем с петлей на маркере, которая у нас. И привязываемся к третьему столбику на язычке, тоже последним столбиком без накида. Вот сюда вводим под следующий столбик крючок и провязываем столбик без накида. Петлю переносим на маркер и возвращаемся в начало ряда. Здесь тоже привязываемся к следующему столбику, столбиком без накида. И в этом ряду мы теперь будем делать отверстия для пуговиц. Поэтому привязались, провязываем 2 столбика без накида. Теперь 3 воздушных петли. Две петли пропускаем, в третью столбик без накида и в четвертую еще один столбик без накида. Снова 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью и в четвертую по столбику без накида. Три воздушные петли. Две петли пропускаем, в третью столбик без накида, в четвертую столбик без накида. Три воздушные петли. 2 петли пропустили, в третью и в четвертую провязали по столбику без накида. И последние 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в третью и в четвертую вяжем столбики без накида. И четвертый столбик у нас приходится как раз на угол. И сюда же в эту же петлю мы провязываем еще один столбик без накида. Вот такие у нас получились арки. Дальше вяжем столбиками без накида до следующего угла. И там делаем точно такие же арочки. По 3 воздушных петли, 2 пропускаем и 2 столбика без накида. Вот теперь у нас уже арочки с двух сторон. И мы возвращаем нить в начало ряда. И обвязываем эти арки столбиками без накида.
Ряд начинаем точно так же, привязываемся к следующему столбику на язычке, вяжем столбик без накида, а затем вот мы с вами провязали на боковой части в начале ряда 2 столбика без накида, а потом начали вязать воздушные петли. Так вот, где у нас 2 столбика без накида, мы будем между ними провязывать 1 столбик без накида, а под сами арочки провязывать 3 столбика с накидом. Вот вяжем 1 столбик без накида между 2 столбиками. И теперь под арочку 3 столбика без накида. Снова между 2 столбиками 1 столбик без накида. И под следующую арочку 3 столбика без накида. Снова между 2 столбиками вяжем 1 столбик без накида. Под арочку 3 столбика без накида. Продолжаем так обвязку каждого вот этого, каждой арочки. Вот сейчас на этом этапе мы остановимся. Петлю пока мы перенесем на маркер временно, потому что нам нужно провязать еще на заднике вот белую часть. Находим середину пятки, от нее отсчитываем 4 петли и привязываемся уже белой нитью. Провязываем 9 столбиков без накида и переносим петлю на маркер. Второй столбик, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбик. Переставляем петлю на маркер и нить протягиваем в начало ряда. Отступаем вперед 2 петли, то есть одну пропускаем, во вторую начинаем ряд и вяжем опять столбиками без накида до маркера.
Последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере, столбиком без накида. И дальше провязываем еще 2 дополнительных столбика без накида. Последнюю петлю снова переносим на маркер. Возвращаемся в начало ряда и снова отступаем 2 петли, одну пропускаем, со второй начинаем ряд. Вяжем опять столбики без накида до конца ряда. Последнюю петлю провязываем вместе с петлей на маркере. Затем добавляем 2 столбика без накида и нить обрезаем. И теперь возвращаемся к нашему незаконченному ряду. Снимаем петлю на крючок с маркера и продолжаем вязать этот ряд. Обвязку делаем столбиками без накида по зеленой части, в том числе и по белой части сзади, которую мы провязали только что. Доходим до второй стороны, также точно обвязываем все вот эти арочки, которые у нас под шнурки сделаны. Между столбиками без накида вяжем по одному столбику, а под арочку по 3 столбика без накида. Заканчиваем этот ряд. Когда доходим до белой части, просто продолжаем обвязку уже по белой нити вот этой. Заканчиваем ряд впереди, присоединяясь к следующему столбику на язычке. Все, обвязочку мы закончили. И теперь мы можем вот эту нить обрезать. И дальше ее надо спрятать с изнаночной стороны в вязание.
Ну вот, в принципе, наши кроссовки уже готовы. Лишние концы нитей все прячем, ничего не обрезаем коротко, все надо спрятать в вязание. И осталось только шнурочки связать. Как связать шнурочки, у меня есть отдельное видео, поэтому я ссылочку на него поставлю в конце, в описании под этим видео, и вы посмотрите. Очень просто, легко можно связать самому шнурочки. Можно купить и просто уже готовые шнурочки протянуть в изделие. Но я вообще предпочитаю, если уже изделие связано собственноручно, то, конечно, оно должно быть все уже handmade такое. То есть шнурочки лучше, конечно, связать самим. И вот сейчас еще сделаем такое украшение боковое. Его можно делать, можно не делать. Но я вот решила, потому что на кроссовочках как бы принято что-то связать, нарисовать, прикрепить. Вот. И поэтому вот таким образом через 2 рядочка протягиваю просто иголочкой нить туда-сюда. И получается вот такие полоски. Так что провязывайте, если хотите их провяжите, можете что-то красивое связать здесь на боковой части, а можете просто оставить чисто белое, это тоже будет очень красиво. Дойду вот сюда до конца ряда и потом сделаю еще один такой рядок. На этом и все. Вот такие кроссовочки у нас получились. Вы знаете, мне нравится. Я думаю, что смотрятся они хорошо. Носить их будет удобно. И я думаю, что и ухаживать за ними тоже легко. Потому что вязаная обувь вся легко стирается просто в стиральной машине. Потом высушивается и снова выглядит как новенькая. Друзья, если это видео вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал. Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях. Если у вас вопросов нет, то все равно напишите хотя бы одно слово в комментариях, потому что когда вы пишете комментарии, YouTube видит, что это видео интересно для зрителей и начинает его продвигать. Таким образом вы помогаете продвигать мне канал. А все материалы для вас я ставлю абсолютно бесплатно. Поэтому это все, что вы можете для меня сделать. Уделите минуту времени. Всего доброго вам, друзья. Я надеюсь, что изделия вам эти нравятся, что вы их пробуете вязать. Делитесь, как у вас все получается. Ровных и красивых вам петелек. И